Доброе утро, дорогие мои родные девочки, которые любят печь хлеб, кому это интересно. А я знаю, что кто уже хоть один раз испек своими ручками хлеб, им всегда все интересно, и они всегда все с удовольствием слушают. Ну, в общем, хочу опять снова рассказать. Я уже разбудила свою закваску, вы уже знаете, она у меня была сухая на момент, когда я уехала в Россию, и сейчас я ее разбудила, не сейчас, а когда приехала, ее почему-то всю разбудила, можно было все не делать это, конечно, брать потихоньку из сухого варианта, и вот так ее будить. Ну ладно, мне она хотелось вся, чтобы была у меня прям живая, дышала, вот так вот пузырилась, и я ее всю разбудила, ее не так уж и много, в принципе, было. Ну, в общем, настал момент, когда я хочу снова испечь и с вами опять поделиться. Я ее разбудила, взяла 50 грамм и 2 дня ее кормила, чтобы она оживилась, пришла в себя. Ну вот она оживилась, и сегодня я как раз буду печь. Здесь я уже приготовила. Уже я отсюда забрала 180 почти, потому что я большую емкость буду делать. 180 грамм. Здесь у меня уже холодная вода размешана с тем количеством закваски, которую я взяла оттуда. И мне захотелось добавить ложечку оливкового масла, так как я хочу сделать и маленькие чабатины, как булочки наши вот итальянские. Здесь, значит, в кружке я развела соль 20 грамм. И воду я здесь взяла 800 грамм. И кинула туда 2 кубика льда еще, они уже растворились. И из этого количества я взяла, значит, вот немножко водички, чтобы растворить там соль. Залью ее в конце уже замеса. Так, здесь, значит, у меня мука уже моя готова, обычная мука наша итальянская с большим процентом протеина. Добавила туда манитобу муку 100 грамм и ржаную муку 50 грамм. Я смешиваю, все это советуют, вы уже тоже, наверное, знаете. Тогда хлебушек получается еще вкуснее, рыхлее. Ну что, приступим. Все делаю так же. Все делаю так же. Единственное, что я сделала, это добавила ложку оливкового масла. Ну, так мне захотелось. Это потом. И все, и хорошо все надо перемешать. Я буду делать вот здесь, потому что трудно это все мешать. У меня килограмм 100 муки. Можно все порции пополам сделать. Все, смотрите, как она идеально собрала все тесто. Сейчас я на этом этапе добавлю соль. Девочки, вылила сюда соль и продолжу просто потихоньку замешивать. Все, девочки, размешала, и теперь я это все тесто выложу вот в стеклянную чашку. Вот так. Чашку я ничем не смазываю, просто. Все, девочки, собрала все катушки. И все. И оставляем его на 3 часа. В течение 3 часов каждые полчаса делаем обминку. Обминку, вытяжку, как я это всегда делала на своих видео. И как это, опять же, повторяюсь, многие делают. Увидимся попозже. А остатки, которые у меня остались сегодня с моей закваски, я просто перелью в маленький такой контейнер, чтобы знала, сколько здесь.
На этих остатках можно испечь оладушки, блинчики. Я уже пекла просто вчера даже. Добавила ложечку отсюда. И уже на второй день, когда она стала просыпаться только, вы не представляете, какие получились оладушки. Были просто воздушные, мягенькие, вкусненькие. Или блинчики. 200 грамм, 207 грамм. Ну, буду знать, что здесь 207 грамм. И убираю пока в холодильник. Прошли первые 30 минут, и я сейчас смочила просто руки слегка водой, чтобы ничего сюда не делать. И вот так по кругу просто беру и складываю. Кружится все. Складываю. Тесто липкое, ничего страшного, пусть вас это не пугает. Оно должно быть таким. Просто беру и складываю. Все. И убираю его еще на 30 минут. Ну вот и я теперь с вами буду. И сейчас я уже делаю эту обминку, складывание уже 3-й раз. Прошло уже около 40 минут, но ничего в этом страшного нет, поэтому не пугайтесь, если у вас вдруг прошло чуть-чуть больше 30 минут. Я здесь поставила уже водичку себе, чтобы не бегать, не двигаться к крану. В общем, делаю 3-ю разминку. Придвинула вас поближе, отцепляю края мокрыми руками. И просто я сейчас не вытягивать буду, а вот так вот то же самое, считай, складывать. Это то же самое. Сейчас я сделаю. Тесто уже намного поменяло свою структуру. Оно стало более гладенькое. Посмотрите, как оно гладенькое стало. И прям вот так вот даю ему оттянуться и складываю его вновь и вновь. Дали колобок и убираем еще на 30 минут. Ну вот, прошли еще 30 минут, и сейчас я сделаю еще одно вытягивание. Так как я делала эти складочки снизу, я смажу его водичкой вот здесь и переверну просто тесто вот так. Вот. И проверю свое тесто, как оно по эластичности. Очень хорошо. Оно хорошо тянется. Оно стало абсолютно однородным. Вы сами это тоже видите. Пройду еще одно складывание вот так вот. И минут мои 3 часа тоже уже закончились. Тоже ничего в этом страшненького нет. Пока оно складывается, вот так его беру и складываю. Все. Можно было оставить так, я его оставлю, перевернула, чтобы эти все складочки остались внутри. Все, и минут через 20 я буду уже на столе формировать свой хлебушек. Увидимся чуть попозже. Ну вот и все, девочки. Пришел момент формировать хлебушек. Надо чуть-чуть посыпать муки. Совсем чуть-чуть, просто, чтобы оно не прилипло. Я сделала, ой, какие пузыри, видно вам? Люблю стеклянную посуду только из-за того, что в ней бывает видно все до самого низу, как оно себя чувствует. Это надо чуть-чуть все-таки подсыпать. Вот так. Раз. Два. Так. И так. На 3 части.
Я уже приготовила тут посуду себе. Один будет маленький, другой будет большой, наверное. Слегка вот так распрямляем, чтобы сделать это заветное пеленание нашему хлебушку. Пеленание нашему хлебушку. Все-таки оно подлипает, я слегка еще возьму. Вот так и вот так. Это я кладу вот сюда. Как всегда, форму сбрызнула водой и обсыпала рисовой мукой. Дайте уже полегче. Хорошо. Так нужно скручивать. Главное, чтобы тесто внутри уплотнилось. Скручиваем и скручиваем, чтобы оно стало плотненьким. Это положу вот сюда. Там я положила, по-моему, ага, ошибочка. Гладкой стороной положу вниз. А здесь вот так, шовчиком кверху. А сюда я просто взяла чехольчик того и на обычную посудинку свою, на обычную посудинку надела, и тоже пойдет в холодильник. Сильно не раздавливаем эти наши кислородные пузырьки, которые надышались. И все. Повмыкаю в муке и пожимаю. Все. Тоже гладко и тоже сюда. Специально сохраняю такие пакетики побольше, чтобы оставлять вот такое место на случай подъема. И все, один готов. Теперь этот накроем. Я специально их держу для этого случая. Вот так. Все. Все, мои хлебушки готовы. Я их сейчас поставлю в холодильник на 24 часа или даже больше. Как у меня будет время, когда я буду полностью свободно посвящу это время своему тесту, потому что его сегодня многовато и оно потребует времени. Так что увидимся попозже. Добрый день, дорогие мои. Ну что, у меня идет второй день, когда мое тесто находится в холодильнике, которое я должна была еще испечь вчера вечером. Но ничего страшного, у меня не получилось, и поэтому я хочу им заняться сегодня. Но сегодня я немножко передумала, переиграла и решила из одной порции попробовать сделать маленькие итальянские пиццетты. Вот такие маленькие порционные просто взял и в рот закинул и съел. Они бесподобные, вкусные, поэтому я хочу попробовать. Для этого я уже приготовила томат, масло и кастрюльку. Сейчас возьму еще зубчик чеснока и начну готовить. Ну и как обычно налила масло, соль. Сейчас это немножко нагреется, чтобы не кипело, а то будет брызгать. И выливаю туда томат. Все, вылила томат и еще насыпаю туда орегано. Все хорошо перемешиваю. Ну все, теперь это должно закипеть и немножко покипеть до хороших пузырей. Девочки, я готова. И вот оно, мое хорошенькое тесто. С холодильника уже ему 2 дня. Надо его просто... Ой, все полетело в разные стороны.
Наверное, будет лучше раскатать ее по-быстренькому. Какие пузыречки, хорошие пузыречки. Перевернем. И раскатаю ее сейчас скалкой. Это будет намного быстрее. Просто надо раскатать его в пласт где-то 2-3 миллиметра. Тесто хорошее, все в пузырьках. Я их даже слышу, как они пищат под скалкой. Вот так. Сейчас я его поверну в другую сторону. Вот так, чтобы прямоугольник у меня был вот так. Угу. Оно холодненькое, ему надо немножко дать отдохнуть. Ну ничего. Сейчас я ему дам отдохнуть чуть-чуть, потом продолжу. Массимо сейчас уходит на работу и думает, дай-ка я ему, куда-то он вышел, думает, дай-ка я ему по-быстрому эти вот любимые все-таки пиццетты сделаю. И вот такой формочкой круглой 9 сантиметров, 8,8 она, вырезаю просто кружочки. Вот так. Они будут ровненькие, красивенькие. Угу. И вот сколько получится из этого теста, столько и сделаю. Смотрите, я их уложила на силиконовый коврик и на противень, который я перевернула, и буду их выпекать вот так вот. Эти я пока отставляю в сторону, чтобы они немножко отдохнули, согрелись, ну и может подрастут капельку еще. А пока я займусь другим кусочком теста, что у меня осталось. Внутри кружочка делаю вот такое углубление. Ногти мне мешают, конечно. Не трогая край, делаем вот такие придавливания. Потом придавливаем и серединку. Это чтобы было место, куда положить наш соус. Помидорки, томаты. Вот так, не трогая края. Томат мой еще горячий, но надо ж уже вот так выкладываю в серединку. И распределяю. Кладем натертую моцарелку. Ой, чувствую, все это разбежится. Ну ничего. И вот такие маленькие. Они здесь стоят, между прочим, немалых денег, которые мы покупаем всегда. И то они бывают иногда не очень вкусненькие. Как это я хочу сказать, что если дома приготовишь своими ручками и тесто, и эти мини-пиццеты, посмотрите, мини-пиццы, какая красота. Сейчас Массимо обалдеет. Они там их делают на работе. Он вчера сказал, мы сделали столько-то, столько-то. И я про себя думаю, а у меня же тесто готовое есть. Ну-ка, завтра я попробую тоже. Я первый раз их делаю дома. Ой, полюбуйтесь, какая красота. Все, девочки, теперь это все отправляется. Подберу эти комочки, а то будут гореть. Теперь это все отправляется в духовку на 15 минут при 200 градусах. Так и хочется еще добавить. Ну вот и все. Мои мини-пиццы готовы. Полюбуйтесь просто на эту красоту. Массимо уже пришел. Был приятно удивлен. Сейчас он будет уже есть. Ему скоро на работу. Так что сейчас я буду доделывать остальные. Ну,
Процесс тот же самый, поэтому не буду вас мучить всякими кадрами ненужными. Кто за столом, девочки, всем приятного аппетита. Ну и потом, что я буду еще дальше делать, тоже, конечно, вам покажу. А вторую партию я решила пока запечь без сыра, потому что он сильно поджарился, а я не хотела. Поэтому я пару минут сделаю так, а потом под конец уже добавлю на него сыр. Ну и пока это все будет выпекаться, сейчас я приготовлю свои булочки, хлебушки, чиабатты, потому что это тесто уж 2 суток растаивалось в холодильнике, и мне его надо аккуратно, не нарушая всей мягкости, пышности внутри теста. Посмотрите, какие пузыри в нем. Просто его вот так раздвинуть до более тонкой формы и нарезать на порционные хлебушки. Можно подсыпать манку, не муку, а манку, что я сейчас и сделаю. Вот так, она тогда будет более хрустящая. Итальянцы очень любят смешивать манку с мукой. Таким образом, у них изделия получаются очень хрустящие. На севере в экономии муки даже пиццы пекут на мелкой манке. Массимо мне тоже говорит: положи манку, положи манку. Я говорю: да положила я уже. Ну вот, а сейчас я просто разделю на 4 части, чтобы тесто подходило. И отдохнула перед выпечкой. Я решила их перенести сразу на силиконовый коврик, на котором я их буду уже выпекать в духовке. И вот так их здесь сейчас разложу, потому что оно должно слегка еще приподняться. Но потом в другом видео я вам обязательно сниму полный процесс выпекания итальянской чиабатты, замешиванием теста и как это все происходит. Вот так. Для меня форма не принципиальна. Можно разделить, ровный квадрат сделать и поделить прям квадратненькие, удлиненные делают. Я вот так ее слегка распластала и просто ее порезала на 4 части. Сейчас я это просто прикрою. И все, и дам им немножко отдохнуть, согреться и слегка еще подняться. Ну и, конечно, вторая партия вышла намного аппетитнее, потому что мне больше нравится, что здесь виден сыр сверху расплавленный. А это вот 4-5 штучек, которые остались от первой партии, потому что Массимо ими очень вкусно пообедал. Ну а сейчас я жду, когда у меня все подойдет, чтобы выпекать уже и чиабатту, и потом хлеб. Перехожу к своей третьей выпечке, и это будет хлебушек. Выкладываю хлебушек на бумагу. Какой красивый узор. Вот поэтому мне нравится эта чашка, что в ней вот такой узор получается. Делаю просто один надрез. И убираю в духовку. Все, ничего больше делать не буду. Закидываю лед снизу. Вот смотрите, то, что у меня поместится в руку. Вот столько закину. Внизу у меня толстая сковородка, она уже тоже горячая. И закидываю в нее лед. Ну все, дорогие мои девочки, посмотрите, полюбуйтесь, какой у меня хлебушек получился. Ой. Ну и мои чиабаттины, которые вот уже испеклись. Очень хрустящие, но горячие пока. Вот такой у меня сегодня плодотворный день получился. Сейчас возьму парочку того, этого. И бегу к Милане, куда же еще. Она уже увидела и говорит: давай быстрее неси мне сюда. Ну и их можно использовать как бутерброды. Прям вот так по центру разрезаешь и закладываешь туда колбаску, сыр, салатики, листья. Вот такая красота внутри. И получается очень вкусно. Посмотрите. Видите, какая аромат просто божественный. Это я вам, чтобы показать, какая она внутри.
Давайте теперь посмотрим и хлебушек мой тоже, как он внутри вырос. Я уже его, он уже остыл, видите, как он снизу спекся. И здесь. Давайте я вот так порежу. Все хрустит. Все хрустит. Надеюсь, вам видно. Доска ползает. О, посмотрите. Видите, какие дырочки. Красота. 2 дня был в холодильнике. Тесто было 2 дня в холодильнике. Корочка, смотрите, какая тонкая и хрустящая. Все. Все, дорогие мои девочки, спасибо всем огромное за внимание, что были со мной. И буду ждать ваших комментариев, как всегда. Хорошего всем дня и до новых встреч. Пока-пока.